Девчонки, привет. Познакомимся. Здравствуйте. Здрасте. Молодой человек, мы не знакомимся. Мы не знакомимся. Я вообще не к вам подошел. Саша меня зовут. Владлена. Очень приятно. Молодой человек, вы дол... В смысле? Я сказала, мы не знакомимся. Я сказала, мы не знакомимся. Вообще-то не к вам подошел, а к ней. Че так разговаривает? Вообще себя видел. Ну, видел. Ведь на автобусе приехал. Ну и че, как это повлияет на наше знакомство? Влияет. Ну хорошо, а если вот так? Блядь, хризантема. Хризантема. Ну да, что не нравится? Тебе нравится? Yes! Вон ей нравится, что она улыбается. Хорошо, давай вот так, на. Ребята, заберите свой нищеброд. Ой. Ну, если это не постанова, конечно, то да, я видел подобный ролик, когда тоже подсел к паре и девушек, и одна к одной он обращен, ну, внимание, да, а другая возмущается точно так же. И здесь как будто бы такая же ситуация. Если не постанова, то да, конечно, ее типа цепляет, что выбрали не ее, скажем так, и такая еще типа на автобусе приехала, нищеброд или что, как, да, такой бред. Какая разница, может человек просто вот на данный момент приехал так, а у него там, кто знает, сколько на счету. Потому что судить сразу, ну, такое себе, да. А знаешь, почему огромное количество классных, хороших, достойных мужчин просто выбирают сейчас быть одни? Я как раз работаю именно с этой аудиторией. Мужчины, которые предприниматели, эксперты, специалисты. И когда эти мужчины после токсичных отношений, после неудачного бизнеса, что бывает очень часто вместе, вновь обретают себя, веру в себя, уважение, ощущение, что я мужик, ощущение своей великой, мощной силы, они просто не готовы соответствовать образу, который придумала женщина. Самое главное, придумала она его, этот образ, даже не понимая, кто он, не пытаясь понять, в чем его таланты. Вот она придумала, что он должен соответствовать какой-то картинке в Инстаграме, либо соответствовать какой-то бизнес-модели. И она считает, что она даже лучше знает, как ему к этому прийти. Не пытаясь просто увидеть, кто перед тобой, и принять его особенности, таланты, черты и натуру. Ну так такие подобные, они же как раз такие насмотрятся в Инстаграме, вот эти вот красивые картинки, красивую жизнь, миллионеры-триллионеры, как будто бы успешный успех кругом, и как будто бы каждый второй такой вот, а мне вот якобы достаются не такие парни. Ну, в общем, они ж, и в общем им там промывают всякие психологини, коучи и все остальное. Ну и вот поэтому так и получается. Я сейчас сижу на сайте знакомств и задаю мужчинам один и тот же вопрос. Какие у тебя цели на этом сайте? Я прекрасно осознаю тупость этого вопроса. Но интересный факт, что 70% кандидатов сметаются на этом вопросе. Знаете, что они отвечают? Я не знаю. Я не знаю. Да блин, скажи, что ты ищешь интрижку. Или скажи, что ты ищешь серьезные отношения. Скажи, что ты ищешь отца, который ушел за хлебом в твои 13 лет. Но позиция «я не знаю» — это чистый инфантилизм. И, девочки, спойлер. Если он в 35 лет не знает, что он хочет от вечера пятницы, вероятнее всего, он не знает, как жить эту жизнь. Я дальше пошла читать свои True Crime книжки, потому что там мужчины знают, чего хотят. Ну вот лучше книжки читай и не цепляйся вообще в целом к мужчинам, потому что, ну, такое себе, да, тоже, блин. Не знают, чего хотят, то еще что-нибудь. Это, что вообще, что вот это вот за фраза тупорылая, как по мне, пошла? Вот ты не знаешь, чего ты хочешь, мужчина не знает, чего он хочет, а вот те, которые знают, чего они хотят, все, они там, не знаю, как-то это влияет, что ли, на знакомство с определенной там женщиной, девушкой или вообще выстраивание отношений. Я не знаю, откуда эта фигня пошла, потому что я вот за свою жизнь не раз такую фигню слышал. Слушай, я только сейчас поняла, что ты даже не спросил у меня мой адрес, чтобы такси мне заказать. А что, тебе такси нужно заказывать? В смысле? Ну да, ты пригласил меня на свидание и... Ну, я, собственно... Я тебя даже не видел еще, почему я тебе должен что-то заказывать? Ты еще скажи то, что я с цветами к тебе должен приехать. Совсем обалдела, что ли, уже? Подожди, а ты как думал, я вот сижу, собираюсь, мне ехать до тебя час, я как должна на каблуках и в платье поехать на метро, что ли? Как, с удовольствием в припрыжку? А с чего бы? Как с чего? Ты вообще слышишь, что ты говоришь? А ты как собираешься строить отношения? Заказать такси — это красивый такси жест. не за спасибо ездит. Хочешь, сама в гости ко мне приезжай. Нет, в гости я точно к тебе не приеду. Потом еще я окажусь должна чего-то. Нет, спасибо. Если ты приедешь ко мне, то ничего должна не будешь.
Мы же не пойдем ни в какой, получается, ресторан. Вот не начнешь ты свое вот это кофе, там, салатик, еще что-то. Слушай, нет, спасибо, мне такое не подходит. Мужчины просто уже боятся отдать свою лишнюю копеечку за девушку. Я просто не понимаю, в чем прикол. Да что тут не понимать. Просто у каждого свое мировоззрение и видимость отношений. Я, например, тоже такой же, как и этот, что там, паренек на связи был. Я тоже такой, что на первое какое-то свидание, действительно, я тебя еще в глаза не видел. Вообще непонятно, как мы там в реале понравимся друг другу и так далее, как пройдет это первое свидание. А я уже на тебя должен вывалить деньги, что ли? Вообще понятно, что все должны держать в уме, что в этом мире никто никому не должен. Не обязан, не должен, все делают только это по желанию. А они все что приписывают, что как будто бы это какие-то наши обязанности базовые. То есть если я с тобой познакомился, с какой-нибудь такой подобной, все, ты уже автоматически обязан мне оплатить такси, там и все остальное, накормить, напоить меня. Просто сам факт из-за того, что если ты хочешь меня увидеть в реале, заплати буквально за это. Да ну бреджешь, потому что отношения это, работа двоих, оба, если хотят. Да, вот мы говорим просто за первое свидание. Пофиг вообще на каблуках ты или на чем ты, метро не метро, да у тебя ж явно деньги есть. В комфорт сядь и доедь. Если тебе действительно я интересен, увидеть меня и посмотреть, действительно ли норм и можно ли продолжать общение, ты это сделаешь. Опять же, тут это рассуждать бессмысленно, потому что у нее вот такие вот установки. И она будет их придерживаться. То есть ей кто-то это, не знаю, общество, окружение, там скорее, да, там, внедрила ей вот такие установки. И она, мне кажется, с такими установками и помрет. То есть человек просто вот к такому, да, вот она, кто-то ей внушил, но не суть. У нас вот такие вот установки, у меня вот такие вот, да. Это как бы установка нет, но у меня просто понятие вот такое в отношениях, что первое свидание вот такое, да. Зачем? Есть у меня деньги, я могу повезти в ресторан, оплатить такси и все остальное. Но зачем, если мы вообще никто друг другу? Если мы уже вступили в отношения, да, там, мы там, не знаю, начали встречаться, окей, все, тогда я все, мы в отношениях, я могу этот уже жест сделать, потому что мы выстраиваем уже отношения, мы уже вот видимся не первый раз. А так, это все бред, тут я говорю, это рассуждение не поможет в том плане, что они как делали так, некоторые, так и будут делать. Спустя 1,5 года жизни во Франции у меня случился культурный шок, потому что вчера мы с подругой ходили в бар, и там познакомились с французами, и если я привыкла ко всем этим там 50-50 и много рилсов на эту тему видела, то, что произошло вчера, я к этому была не готова. В общем, в какой-то момент подруга захотела покурить, и она купила у парня сигареты. То есть вот у него была пачка сигарет, она протягивает ему евро, он дает ей 2 сигареты. Я такая, это что? Она как бы давно здесь живет, она живет 8 лет во Франции. Она говорит, да, здесь так принято, здесь никто тебя угощать не будет, даже сигаретами. Во Франции. И они же и растут с этими установками, вот опять же, да, про установки речь. И им норм. Никто там не жалуется, что мужчины там убогие, ты меня не угостил даже сигаретой, или там не оплатил мне счет в ресторане. Вот, она попросит даже сигарету, дает ему деньги. У них такой менталитет, и для них это норм. Я какую-то еще там страну забыл, как она называется, там тоже, допустим, на тебя обидится девушка, если ты за нее захочешь заплатить. Она за себя будет платить, она и на работу пойдет, и ты, естественно, пойдешь на работу, она тебя не в том плане, что она тебя будет обеспечивать. Но, по крайней мере, вы там встречаетесь, и она будет сама за себя, ты ее обидишь, если заплатишь, такие тут с сигаретами. А это просто она почему возмущается? Да потому что она же с наших краев, да, из России, соответственно, у нее и понятия путаются в голове. Нифига себе, у нас тут требуют за каждый пук, чтобы заплатили и обеспечили, да, там, девушек, женщин. А там вот такое понятие, естественно, у нее ступор. Мужики, вы с вами что стало, я не понимаю. Я такая, злая, я хочу убивать. Чем сильнее женщины становятся, тем мужчины слабее или что? Вы забыли, как ухаживать? Где эти женщины, которые дают за просто так? Где эти женщины, которые согласны на все на первом свидании? Я понять не могу. Я 4 месяца просидела на сайте знакомств. Мне мужик говорит, я должен сначала проверить сексуальную совместимость. Иди ты. Ты чё, ты забыл? Мужчина, вы забыли, что такое быть мужчиной? Это что такое вообще? Что за бабская история? Я не могу, мне надо раф на кокосовом
Где эти мужчины, которые были вот как мой папа, как наши отцы? Где они? Они существуют вообще? Если мужик зарабатывает нормально, он считает, что все должны терпеть его выходки какого-то черта, потому что у него есть деньги. Чего? Если у мужика нет денег, он начинает придумывать какой-то мыльный пузырь, типа вот я вот это, я вот то, по факту ничего, ноль. Только просит что-то, только требует. Ты сделай что-то для того, чтобы просить и требовать. Вы чуть-чуть опуститесь на землю. С вами что стало вообще? Я не знаю, уже такое огромное количество женщин отказалось от отношений. И ничего, норм, кстати. Вы думаете, что мы загнемся, что ли, без секса? Не загнемся. Нафига мне этот просто член? Вы чуть-чуть придите в себя. Это просто позорище. Нафига она музыку подставила такую? Фильмов пересмотрела, что ли? И решила запилить что-то подобное? Хотя никакую динамику это и эмоциональную, никакую там составляющую не дало. Лично мне музыка. Только наоборот мешает. Хотя у нее микрофон там еще дырявый какой-то, ее плохо слышно. А так, это вообще-то вы опуститесь на землю. Вы что там, попутали? Мы также возмущены, что женщины, девушки себя так ведут и далеко и не пахнет там серьезными отношениями, а только юзать хотят мужчин и все. Как я наблюдаю вокруг по большей части. Да, есть еще до сих пор, конечно же, нормальные, да, ну, для семейных там вот эти вот отношения, дети там, вот эти вот все. А то, что она говорит, как мой отец, где такие? Такие остались как раз-таки в возрасте твоего отца. Потому что раньше и женский пол был совсем, девушки и женщины были другие во времена твоего отца. Поэтому это вообще тупая самая фигня говорить, что вот у меня у отца так было, и дети сейчас такие мужчины, блин. Да, а вы что, не поменялись, что ли? И вы такие не были во времена-то, да. Ты такая бы и близко не была, там у тебя и камеры нифига бы не было. Совсем все по-другому было бы. Поэтому, ну, такое себе, да, рассуждать так. Это какой-то пиздец. Я не знаю, что мне с собой делать. Ударить мне себя головой об стену или что, чтобы изменить эту ситуацию. Я понимаю, что у меня никак не получается обращать внимание на адекватных мужчин. Мне нравятся мотоциклисты, БМВшники, вот эта вот вся история, блядь, темщики, малолетки. Мне нравятся высокие, темные, накачанные, с огромными плечами, спиной, прессом. Просто твари такие, мрази, понимаете, которые и ведут себя соответствующим образом. Ну почему у меня такой вкус? Почему некоторые девочки адекватные считают, что мужчина должен быть что? Правильно, чуть красивее обезьяны или там собаки, кого там. Мне надо, чтобы он выглядел как Аполлон, чтобы он вел себя там как, я не знаю, ну, самый типичный нарцисс. А потом я еще думаю, а что с ним не так? Но зато картинка красивая. Но я не знаю, что мне делать, понимаете? Мне не получается обращать внимание на адекватных, нормальных пацанов. Вот сегодня ко мне подошел парень. Хороший. Все, что я могу сказать, что он хороший. Да ничего тебе не делать. Нам-то глубоко пофиг. И всем людям на планете друг на друга пофиг. Мы такая форма жизни. Вообще пофиг на твои проблемы по факту. Будь ты такой, не будь ты такой. Но мне кажется, я уверен, что и среди всех, кого она перечислила, есть и, ну, норм просто, которые хотят семью, адекватные, которые там, ну, в целом, да, там. А что, среди байкеров не может быть адекватных, там, или среди каких-нибудь качков не может быть, да, там, или просто с хорошей формой тела не может быть пригодных для семьи? Не только ж там те, которые, там, как говорят, трахари-пахари, но нет же ж. Есть и как и среди женского пола. Но она просто притягивает таких, и ей нравятся такие вот, которые как раз такие, как она и говорит, не подходят ей. Так поверю, одним словом вообще пофиг. Ездить тоже с мужиком на Мерсе. Я не поеду никуда, ни на каршеринге, я не поеду никуда на Солярисе. Пацаны, вы можете объяснить, почему вы нищие? Что случилось? Как вы так резко вообще вот все поголовно обнищали? Мой брат постоянно мне скидывает видео всяких психологов, где они говорят, что почему ты притягиваешь нищих мужчин, когда у тебя у самой есть бабки, там машина. Я в это не верю, я верю в то, что пацаны просто сейчас нищие. У меня незавышенные требования. И у девчонок моих незавышенные требования. Я просто хочу, чтобы за мной заехали на машине, плюс-минус на такой же, как у меня, и мы поехали на свидание. Но сейчас такая проблема, что
5000 за ужин — это просто, блядь, какая-то непостижимая задача. Недостижимая, непостижимая, не знаю, как говорить. Как так получилось, что мы, девчонки, что-то суетимся, что-то думаем, что-то мутим? Всех девчонок, которых я знаю, у всех всегда есть бабки. У всех всегда на все хватает денег. У пацанов, что вы делаете, в какие темки вы лезете, что у вас всегда нет денег? А из-за этого нас еще называют меркантильными. Пацаны, меркантильность — это когда мы хотим быть с мужиками, и чтобы нам покупали квартиры и машины. А то, что у вас нет 10 000 рублей погулять, это не меркантильность, это вы нищие. Замужем долго, и вот мой муж, у него даже когда не было денег, он всегда везде за нас, за двоих платил. Он в рамках своих возможностей закрывал все наши вопросы. Сейчас сертификат «Золотое яблоко» на 10 000 это вложение, это подарок. А то, что мы сами себе покупаем все. Вчера в «Золотом яблоке» купила гель для душа за 7 косарей. Золотого яблока я доехала на своей тачке, я сама ее заправила, я сама ее обслуживаю. Ну где? Я хочу на свидание с мужчиной, у которого есть стабильная работа, нет кредитов, и который не сдохнет от похода в ресторан, и у которого есть машина. Я не поеду никуда, ни на каршеринге, я не поеду никуда на Солярисе, я ничего против Соляриса не имею, я езжу на Мерсе, я хочу ездить тоже с мужиком на Мерсе. Девки, объясните мне, что происходит. Ой, ну очередная, да, распетушилась чуть-чуть. Вообще, хрен на нее тоже, конечно же. Но непонятные две вещи. Она говорит за мужа и в то же время говорит, я хочу сходить на свидание там, чтобы заехали за мной на Мерсе. И она имеет в виду, наверное, скорее всего, был муж, и что он там ее облизывал, оплатил за нее везде. Ну, а так, ты притягиваешь только тех, кого ты достойна. Вот и если ты, как ты говоришь, притягиваешь тех, у которых уровень дохода ниже, чем твой, ну и все. Ну вот таких ты притягиваешь, таких ты и достойна. А муж, то, значит, был исключением. А так, то, что она несет вот эту фигню, что все как будто бы там женщины, девушки такие мега успешные, триллионерши, а мужчины только нет. Ну нет же, это все бред, это просто ее окружение такое. Естественно, оно у нее сформировалось похожее окружение, потому что, естественно, если ты на определенном уровне живешь, то у тебя и получается, ты притягиваешь такого же определенного уровня примерно как бы людей, потому что более совсем низкого по доходу ты просто, не о чем и не интересно тебе будет с ними общаться и проводить время, поэтому люди только так и состыковываются. А то она так сказанула, как будто бы весь женский пол у нас мега успешный, а мужчины как будто бы нет, дофига тоже среди мужчин, естественно, кто хочет, по этой жизни так, только кто хочет, тот добьется. Найдет способы, да, это тяжело, это надо вставать с дивана, упорство, но кто хочет, сделает, кто не хочет, не сделает. Таких же и девочек полножишь. Я где-нибудь в приложении Threads в этом тоже читаешь кучу историй там. Ой, денег нет, ой, работу не могу найти, ой, где вы там зарабатываете деньги. И пачками их там сидят, не миллионерши. Девочки, меня впервые в жизни высадили посреди дороги, потому что я сказала, что одной розы недостаток. Неделю, девочки, неделю этот парень писал мне, как сильно он ждет встречи со мной. И позвал меня на свидание. Наступает день X. Я вся такая красивая, после салона красоты я сделала себе укладку, покрасила волосы, макияж, ногти, значит, педикюр. Выхожу вся такая красивая, вот в красивом костюме, классный, да? Встречаю его с улыбкой, подхожу к нему и дружески обнимаю, на что он тут же говорит, can I kiss you? Я говорю, нет. И он такой резко достает из-за спины одну розу. Ну, я в шутку ему говорю, хорошо, если бы ты мне подарил 5 роз, я бы поцеловала тебя 5 роз. Ну, одна роза, один поцелуй. И так скромненько его поцеловала. Мы посмеялись, я села на байк, и мы поехали. Через несколько минут он мне говорит, что он настоящий джентльмен. Я спрашивала, почему? Он говорит, потому что ты живешь здесь, ресторан находится там, я живу здесь, все находится так близко, но я специально вожу тебя по Чингу, чтобы прокатить по этому району. Я такая, правда? Настоящий джентльмен? А я думала, что настоящий джентльмен ведут себя как-то по-другому. Он спросил, а что для тебя настоящий джентльмен? Я говорю, если я тебе скажу, тебе это точно не понравится. Он сказал, скажи. Я говорю, нет, я не хочу конфликтную ситуацию, мне очень интересно. Я говорю, для меня настоящий джентльмен – это мужчина, который приезжает на свидание и дарит хотя бы букет роз, а не одну. Он девочке отвечает, Star. Я, кстати, не сказала, что он итальянец. Я говорю, хорошо, если это самое начало, тогда я тоже буду уделять тебе поменьше внимания, поменьше сообщений, поменьше всего, что на стартер должно быть по максимуму. Вроде бы как бы все честно. И знаете что? Он резко меняется в лице и говорит такую фразу типа «typical Russian girl». То
И знаете, меня вот это взбесило, вот прям взбесило вот больше всего. Потому что когда мужчине не нравится твое мнение, он начинает это объяснять тем, что ты русская, и тем, что у тебя просто могут быть другие цены. Ну, мы еще немножечко едем. И потом он говорит: я вообще не хочу с тобой идти ни на какое свидание. Останавливает байк, прикиньте. Говорит, что не хочет со мной идти на свидание, останавливает байк и говорит: вызови сама себе граб. Прикиньте, реально высаживает меня посреди дороги, прикиньте. Я в шоке вообще. Но хотя не очень, это же итальянец. Знаете, мне кажется, дело вообще было не в цветах. Потому что если одна фраза женщины разрушает твое уважение к ней, может быть, ты не такой уж и джентльмен. Но теперь мне, конечно же, интересно ваше. Это я была слишком требовательна, это я слишком много ожидала? Или все-таки джентльмены проверяются не количеством цветов, а тем, как они ведут себя, когда слышат мнение, которое им не нравится? Что джентльмены, как вы себя ведете? Расскажите, объясните, подскажите, научите. Потому что я не понимаю, джентльмены, что с вами не так? Фух, еле дослушал. Да, такая она себе, конечно. Молодец, что он, да, вовремя смекнул и решил соскочить и скинул ее. И правильно сделал. Ну, тут не то, что typical Russian girl, конечно, как, да, там типичная русская. Ну, а так вот, даже итальянец в ахере просто. Это просто она такая, потому что есть за бугром полно таких же, как она. А так она же даже не догоняет, что смысл не в том, что она просто какая сразу сходу неблагодарная. То есть человек проявил знак внимания, он поначалу все там добродушно и все там, да, отнесся, ну, наверное, по ее рассказу, как будто бы так. Розу и туда там, а она уже изначально, типа, как минимум с букетом должен был приехать. Да никто никому не должен. Уже говорим мы это в сотый, в тысячный раз. Никто в этом мире никому не должен. Он тебе вот сделал первое свидание, вот одну розочку, это нормальная тема. Если бы ты, как по мне бы, да, я бы так сделал, допустим, мне бы, хотя он вообще был не обязан даже вообще с цветами приходить, потому что это просто тупо первое свидание, посмотреть друг на друга, не более того, кто как вообще вживую пообщаться, посмотреть на эмоции, есть ли какой-то коннект вживую, потому что по смс-кам можно хоть месяцами общаться, а в реале потом обкакаться и все, как говорятся, жиденьким. Вот и все, а она просто неблагодарная, сразу сказала, что ты типа вообще там фигня, что-то одну розу принял. И правильно он сделал, взял ее и скинул. Она даже не поймет, в чем фишка, что он все не джентльмен, значит. И такая сидит, типа, как будто бы там какая-то победа. Записываю это видео не всему Инстаграму, а только тебе, мой любимый муж, будущий. Я очень жду нашей встречи. Не знаю уже, что сделать, чтобы как-то ее ускорить. Ты есть в моих мечтах. И разные похожие на тебя люди встречаются мне, но они не обладают всеми теми качествами, которыми обладаешь ты. Я очень хочу прийти в твою жизнь и занять место такого островочка любви, заботы и спокойствия. Посмотри внимательно мою страничку. Внимательно посмотри мою страничку. Сразу, чтобы понимал, что тебя ждет. Поэтому да, я извиняюсь за то, что большинству из вас я не отвечу. Просто я очень тщательно выбираю и смотрю из вас лишь одного. Короче, я хочу провести с тобой всю жизнь. Я по тебе скучаю. Да, по мне так это вообще такой себе способ поиска партнера. Кстати, мне ни один мужчина не попадался, который делал бы подобные вещи. Их чаще как-то попадается. Потому что, ну, это полная фигня. Конечно же, ей в личку напишут, да, пачка там, явно не мужей, да и вообще и в общем. И вот этот самый главный момент, что это ж подымет ее эго. Вот она записала видос. Ей там в личку, там, не знаю, человек 50-100, не знаю, сколько им пишет, даже не представляю. И она ж как себя будет чувствовать королевой. Как у нее самооценка эго подымется, что я вот такая вот, офигеть. И она как на базаре, да, будет выбирать, как вещь.
примеряешь там какую-нибудь, будет сидеть, выбирать, перебирать, этот фигня, тот фигня. Да, конечно, такое бы мне не хотелось, чтобы я вот так вот где-то в Инстаграме вот такой видос увидел и захотел зазнакомиться, я такой, например, никогда бы не написал. Хочу во времена родителей, когда не было вот этих всех игр, и когда вы начинаете общаться, вы продолжаете и уже ведете или до конца, или расходитесь. Сейчас нет такого. Вот познакомились, погуляли, вроде бы как бы сообщения еще иногда прилетают, но интереса нет. Но сообщения прилетают, и ты не понимаешь. Вроде бы ты начинаешь уделять человеку внимание и интерес свой, но не понимаешь, он просто с тобой общается потому что просто, или ты, если сейчас проявишься, у вас что-то вырастет, или вообще ничего не понимаю. Еще одна за родителей зацепилась. Опять там снова, да, даже сказать правильнее, не понимают. Как будто она настолько глупая там вот сидит, что не понимает, что время совсем было другое. У родителей у наших совсем другое. Без гаджетов, без интернета, без всего этого. Другая суета была, другое вообще все было. А сейчас, да, соцсети, интернет, чувство вечного выбора. И получается вот так вот, да, что ты даже и не поймешь. Мы просто общаемся, либо завтра человек соскочит, либо что вообще произойдет, ну и так далее. Вот такие дела. Какой смысл спорить с мужчиной? Ну вы скажите, какой смысл? Если все равно мужчина выиграет. Вот, допустим, у тебя свое мнение, да, насчет чего-то, у вас там какая-то история, какая-то своя тема, у него свое мнение. Но нет, я девочка, подожди, я писечка. Я должна быть права всегда. А ты, ну как ты вообще непонятный кто. Давай тут молчи, посиди, помолчи, послушай, что я тебе скажу. Я должна его переделать. Твое мнение было правильным, а твое мнение, ну вообще ничего такое, знаешь, беспонтовое чисто. Возьми уже, отрежь его колокольчики, чего ты? Ну давай, пока он спит ночью, возьми и отрежь, отчеки. Ну да, есть такие женщины, девушки есть, да. Я с такими ни разу в отношениях не был и не встречался, но просто мне на сайтах знакомств попадались такие подобные, которые мне говорили: о, я люблю поспорить, я еще что-нибудь, ну как вот это вот. То есть я должна быть всегда права, там, ну и вот эта вся история. Это, конечно, да, для меня это полная хрень. Для кого-то такие отношения приемлемы, но когда я такое, если не сразу, а попозже увижу, все, я в отношениях точно с таким человеком не смогу быть. Ну, потому что невозможно, чтобы человек был всегда прав, правильно, что она вот и логично и говорит, что мы все разные, и у нас может быть разное мнение. Просто это нормальный, адекватный факт, когда вы взрослые люди, а не когда вам по 15 лет. Вы это просто понимаете, что мы все разные. И может быть свое мнение, каждый имеет право на свое мнение. Совпадает оно с твоим, нет, да неважно. Ну и все, настолько, поэтому мы в целом все это и разные. Ну короче, а так такие, да, попадались, я помню, просто на сайтах знакомств, но благо в жизни я так вот с ними не общался, максимум так вот по смс-кам и по голосовым. Но они уже меня в этот момент бесили, конечно. На этом все, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях и всем пока.